Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня хочу показать вам свои дендробиумы. Кому интересно, оставайтесь. Поразглядываем, порассуждаем. Напишите комментарии, как у вас обстоят дела. Вы видите, у меня даже есть цветущий на сегодняшний день. Начнем с него. Это дендробиум очень легкий в выходе. Дендробиум Berry Oda. Вы его можете встретить в наших цветочных магазинах и даже в супермаркетах, в цветочных отделах. Очень любит попить. Вот сейчас тоже вижу, что он пересох. Он мною перевален из своего транспортировочного темного горшочка, такого серого, перевален в прозрачный горшочек для того, чтобы видеть, видите, вот корни вышли даже уже, видеть состояние корней. И посмотрите, он, недолго думая, проживя у меня где-то полгода, начал цвести. Почему сразу не цвел? Покупала я его уже отцветающим. Он выдает цветонос вот так вот из точки роста. Но бывает, что у него просыпаются и не с самой точки, а где-то сбоку цветочные почки. Поэтому он может процвести несколько раз на одной псевдобульбе. Ну, вот псевдобульба и листья. Как я подозреваю, это, скорее всего, дендробиум теплого содержания, любитель попить. Я его, видите, посадила в кашпо. Вот он у меня такой симпотный. Цветет уже, ну, наверное, с осени, выпуская новые цветоносы. И я его в кашпо посадила и наливаю, девочки, как вы мне и рекомендовали. Он ведь у меня не цвел сначала. Сейчас где-то я приготовила водичку. Вот. Водичка с удобрением, с небольшим количеством. И вы мне порекомендовали, чтобы я его поливала и оставляла внизу водичку. Ну, рекомендация была более такая, знаете, по поводу фитиля. Вы мне написали, девчонки, Аня, сделай ему фитиль, чтобы ему всегда было влажненько. И действительно, когда я ему сделала более влажное содержание, на светлом окошке на южном он стоит. Но сейчас у нас, в принципе, не палит солнце. Летом я еще не содержала его на палящем южном солнце. Но думаю, что вряд ли он подгорит. Вот так, видите, я наливаю водички, чтобы низ горшочка на полсантиметра касался поверхности воды. И вы знаете, он начал цвести. Ароматит он специфично, не каждому понравится. Но это приятно, когда есть хоть какой-то, ну, не сильно раздражающий нос аромат. Он такой, знаете, специфичный, но не раздражающий. Может, кому-то покажется не сильно приятный, но мне нравится. Мне нравится, он вот с утра на солнышке очень хорошо ароматит. Вот такой мой Berry Oda. Я с ним, в принципе, справилась. Так, есть у меня хибики. Ну вот с хибики как-то у меня дела обстоят похуже. В плане того, что он долго адаптировался, пересажен в мелкую кору с добавлением серамиса, мха, камешки, вон я вижу. В общем, все, что было мелкого от орхидей, мелкий субстрат, я ему предложила. Он начал растить корешки и начал растить новые бульбы. Но на удивление хибики у меня пока не цветет. Видите? Не было еще ни одного бутона хибики на моем хибике. Мне очень интересно, как он будет в цвету. Но это один из тех немногих случаев, когда хибики не цветет. Наверное, редко так бывает, но у меня вот на данный момент так. Так, ему требуется сейчас промывка душем, потому что у него листочки такие уже, видите. Он у меня, ну, покрылись пылью слегка. Он у меня меньше года, меньше, да. Но я рада, что он корни начал растить, видите, вот корневой рост пошел. Я надеюсь, что когда он уже нарастит хорошую куртину, видите, сколько ростов новых, то он зацветет. Пересыхает он не так быстро, как Berry Oda. Berry Oda быстрее
потребляет воду, стоят рядом. И мне кажется, что я где-то даже его заливаю. Но я стараюсь вот пролить его по краю горшочка и оставить немножко водички вот в нижнем уровне, чтобы корешки тянулись туда вниз. Первое время он даже терял листики, но потом этот процесс остановился, и вот в данный момент весной он наращивает новые бульбы. Очень жду его цветения. Напишите, знатоки, у кого есть этот прекрасный дендробиум, в какое время года в нашем регионе он зацветает. Либо он вообще круглый год цветет, не знаю. Так, ну этот красавец у меня Нобеле, он же благородный, цветет регулярно, он холодного содержания, в отличие от этих двух. Мне кажется, что хибики тоже теплого содержания. А Нобель это прохладное содержание. Если вы хотите иметь на Нобеле большое количество цветов, я вставлю фотографию, у меня он цвел, вот вы можете видеть, у меня тут в каждой пазухе, у него вот тут везде, вот это все были цветы, он был просто таким белым цветущим шаром. Держите его прохладно. То есть, если у вас лоджия не промерзает и там до 5, ну где-то не до 5, 5 это сильно низко, где-то до 8 градусов опускается температура, это нормально для него в зимний период. Просто вы зимой его там, чтобы было светло, но прохладно, и он в это время на новых бульбах закладывает, и даже на старых, там где не процвел, закладывает цветочные почки. По моему опыту уже не первый год он у меня цветет, сейчас он палит, еще тяжелый вазон. Хоть верх просох, видите, я немножко удобрений добавила, осмокот ему. Так, немножко их просыпаю туда. Я так делаю каждый год, в конце зимы, в начале весны. Для того, чтобы было питание. Вот здесь я даже сильно сыпанула, надо распределить по всей поверхности горшка. Потом с проливом, когда поливаешь, удобрения с поливочной водой проходят вовнутрь горшка. В общем, он должен процвести только, он сможет хорошо процвести только в том случае, если у него будет зимовка. Сушить я его не сушу. Ну, вы сами понимаете. Просто реже становится полив из-за того, что он находится в прохладе и не так быстро просыхают его грунт. Так, вот он у меня здесь весна. Он начал давать новые псевдобульбы, вот они снизу идут. Старые я не убираю пока. Вот они старые, огромные псевдобульбы. Это запас питания. Не сильно это эстетично. Я видела, что многие просто их подрезают на одинаковую длину. То есть можно взять и вот так на одну одинаковую высоту, вот выбрать самую маленькую, да, по размеру, и под нее подстричь остальные. Тоже так можно сделать, мне кажется. Но я ничего этого не делаю. У него хороший уже запас питания. Тоже летом, когда жарко, я его душую. Вот листья у него сейчас зелененькие на бульбах, которые выросли в конце осени, лето-осень. Возможно, что на этих бульбах он хоть и цвел немного, видите, листья не поскидывал, но есть еще пазухи там, где он не цвел. Возможно, что здесь он дальше выше еще может процвести по второму разу из тех меристем, там, где могли заложиться цветочные почки. Но здесь, конечно, уже ничего не случится. В общем, для него главное находиться для того, чтобы заложить цветочные почки в прохладе в зимнее время. И уменьшив полив из-за того, что снижается температура, вы этого легко добьетесь и будете радоваться потом его такому пышному, классному цветению. Нобели, дендробиум благородный в переводе. Очень прост в уходе. Но единственное, что если у вас это хорошо отапливаемое помещение, вы вряд ли добьетесь его пышного цветения. Только какая-то веранда и такая, знаете, лоджия, прохладная лоджия. Вот так вот. Вот они вот, мне кажется, что они даже, нобели, хорошо растут вместе с цимбами. Вот мне кажется, они вот приблизительно одних условий содержания. Но у меня с ним проблем нет. Растет как бурьян. Тьфу-тьфу-тьфу. Так,
Вот мой красавец, тоже прохладного содержания, мой любимчик, мой розовый Фармери. Вот он сейчас на бульбах прошлого года или даже позапрошлого выдал вот такие шикарные цветоносы. Цветоносы очень-очень быстро развиваются. Фармери тоже у меня зимует на застекленной лоджии, но если я вижу, что температура понижается до 5 градусов тепла, я, конечно, в эти холодные ночи я заношу растения. Я не рискую оставлять ниже 5 градусов, потому что лоджия у меня в сильные морозы, если нет отопления, ну не в сильные морозы, а в прохладное время, в межсезонье, как, например, сейчас у нас в Одессе похолодание на этой неделе, они у меня сейчас даже холодного содержания на ночь забираю их в комнату. Потому что в комнате тоже 15 градусов, отопления нет, апрель месяц, отключили отопление, а у нас прохладно. На ночь забираю, потому что закрываю лоджию, и там вообще 3 градуса, это им холодно. В общем, сегодня ночью вот мы были в коридоре. Сейчас мы отправляемся обратно, там сейчас 15 градусов, сейчас солнышко повернулось, и будем находиться опять до ночи в прохладной лоджии. И вот на прохладной лоджии всю зиму там было где-то в районе 12-15 градусов, вот все нормально с ним. Бульбы выросли в конце лета, в начале осени новые, вот одна, вторая, где-то там с этой стороны росли, но в эту сторону маленькие растут. Но Фармери мне розовый очень нравится, он не ароматный. Может, кому-то не понравится, что он не ароматный, в отличие от Бериода, в отличие от Нобели. Нобели тоже ароматит, интересно. Про хибики не знаю, но мне кажется, что хибики не ароматные, да? А этот тоже не относится к ароматным. Не ароматит, но очень симпатичный. И один из минусов его, помимо того, что он как прохладного содержания, может для кого-то это и минус, для меня это плюс. У меня на лоджии хоть что-то может расти на прохладные, вот дендробиумы, нобели, фармери. Цимбидиум можно прикупить, он тоже там будет хорошо жить, но только летом там у меня очень сильно жарко. Но фармери выдерживают и нобели выдерживают до 40 градусов, когда на северной стороне после обеда солнце летом и очень жарко, они выдерживают. Все нормально, просто больше поливаю. И вот минус, что не ароматит. Ну, это такое. Для кого-то может и плюс. И цветет очень быстро, отцветает. Максимум неделя, 10 дней, я заметила. Когда прохладно, дольше цветочки держит. И когда уже теплее, и он вдруг решил цвести, тогда дней 5. Так что вот такой красавчик. Цветет каждый год. Молодец. Уже года 3 он у меня в коллекции. Сейчас я, кстати, заказала еще один фармери, который белый, с такой, знаете, как большой губой. Форма там особая. Ставлю вам фотографию и название. Надеюсь, что приедет то, что обещают. Надеюсь, что в продаже. Из продажи он не исчезнет, как часто бывает. Делаешь заказ, а потом пишут: все, садовник не подтвердил. Хотелось бы еще одного фармери, беленького, красивенького, с особенной мутацией. Так, ну и мой дендробиум, с которым я уже несколько лет, можно сказать, пытаюсь подружиться, но у меня не получается. Это Трантуниани. Трантуани называют, Трантуниани. Понимаю, что он теплого содержания. В разных посадках у меня был, даже в керамзите, ну, в гидропонике. Ну, как-то вот все никак. Вот не растем мы, и все. И вот я пару дней назад, я его, часть от него примотала на блок вот так вот. Ну, кусочек коры, мох. И ставлю вот так в часть отрезанной бутылки, ну, чтобы он не сорил мох. И вот так хочу попробовать выращивать на блоке, потому что вижу, что у кого не получается выращивать в горшочках, хотя горшочек глиняный и быстро просыхает, и хорошо
растут орхидеи разных видов в глине, этот стоит на месте, не показывает никакой тенденции. В общем, попробуем еще в мхе вот так на блоке, посмотрим. Думала сделать здесь дырочку, подвесить, но решила пока вот так. Вот так вот. Поливаю опрыскиванием по мере просыхания. В общем, немножко вот сложности у меня с его выращиванием. Он такой неторопливый, очень интересный. Даже вот он у меня начал растить здесь кейк сверху, видите? Даже 2 кейка. Ну, как-то это все нерадостно. Как-то это все долго, непонятно. И, может быть, потому что он сильно махонький ко мне приехал. Ну, не знаю. Вот это, по-моему, бульба выросла у меня за несколько лет. Но не каждый наберется терпения. Вообще, надо подобрать к нему подход. В общем, этим я и занимаюсь. Сейчас его на южную сторону поставлю, и будет он у меня на южной стороне. Так, в принципе, вот это теплое содержание, это у нас прохладного содержания. И есть еще один товарищ, который только-только ко мне приехал. Вы все знаете, кто смотрел видео с выставки орхидеи, всем было интересно, что ж я прикуплю. А мне было очень много хотелок, но было очень страшно. И, знаете, первый опыт перевоза растений через границу мне не давало покоя то, что у меня будут какие-то проблемы на границе. Как оказалось, зря я переживала. Я единственное, на кого решилась, так это на этого красавца. Не могла я устоять. Это Линдли. Дело в том, что я давно на него положила глаз, на этот дендробиум. И вы знаете, когда я на выставке увидела тот экземпляр, который был представлен, и как он цветет, это нечто. Это желтые такие красивые соцветия. Я просто в него влюблена. И я решила, что с выставки без деленки этого прекрасного дендробиума я не уйду. Ну, пока он у меня адаптируется, корешков у него прилично. Есть даже новые растущие бульбы. Я его поливаю прямо сюда, в серединку проливом. Даю немножко адаптогена. Первый полив у него был с HB1, HB101, HB101, HB101 номер 1 у нас. И второй полив сделала просто водой. Поливаю не часто, у него здесь такое скупчение корней, и он не быстро просыхает. Ну, в общем, девчонки, вот сейчас только что его еще раз пролила, он влажненький. Сейчас пойдет обсыхать на лоджию. Он тоже вроде как прохладного содержания. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. Но я думаю, что они сродни с Farmery по содержанию. Думаю, что он тоже прохладного содержания. Не знаю, процветет ли он в этом году, учитывая, что у него переезды. Буду ли я его сейчас пересаживать? Думаю, нет. Я вижу, что мох свежий, и он, видимо, недавно был сюда на блок посажен. Я хочу увидеть у него какой-то рост. Видите, если бы он уже давно был на этом блоке, с этой стороны бы уже давно появились корешки. Но, видимо, его перед выставкой намотали на блок, на продажу его вот так вот с новым мхом. Сюда определили, не хочу делать ему новый стресс. Пусть растет так. Здесь ему неплохо, у меня есть место, где его привесить. Так что пускай пока так развивается, а дальше будем посмотреть. Такой красавчик с такими красивыми бульбочками. Вот нравятся мне бульбочки у дендробиумов. И не только у дендробиумов. Тут крючочек. Вот так. Я его пока здесь повесила. Пока я вам его показываю в очередной раз. Вы знаете, у него такой плотный суккулентный лист. Вот у Farmery он, видите, он такой очень, там в обработке Farmery, очень гнется. У меня сухо, и вот это у меня проблема. Есть девчата, у которых показывают Farmery, у них они в более влажных условиях, они прям с листиками красиво стоят. А у меня, видите, вот так. Сохнут кончики от недостатка влаги атмосферной. Поливать-то поливаю, а атмосферной влаги не хватает. Поливаю я его по мере просушки, вот так проливаю тоже. Насыпала ему тоже смакота.
поливаю, как только, не замачиваю, как только появилась вода, там дренажное отверстие снизу, я поливать прекращаю. Вот все. Он стекает, и этого достаточно. Когда уже нарастит бульб и будет свисать с горшка, тогда уже будем говорить о пересадке. Пересажен фармери однажды по приезду. Так что вот такой красавчик. В общем, все про мои дендробиумы, которые у меня на сегодняшний день есть. Получается, видите, несколько видов. 6. Может быть, какой-то вид еще прикуплю. Пока еще не знаю какой. Посоветуйте в комментариях, кто есть интересный, ароматный и не сильно вредный. Берри Ода случайно был куплен в эпицентре. Было жалко. Остался один горшочек в уценке. Очень дешево. Кстати, на выставке Берри Ода вот точно такие же кусты. Вот так же цветущие. Может, чуть-чуть пореснее цветущие. Стоили, девчата, по 20, по 25 евро. Я его, по-моему, то ли за 300 гривен купила у нас, как отцветающего. Но он не умирающий, совсем нет был. Очень даже живенький и бодренький. Так что присмотритесь к этому красавцу. В принципе, много места не занимает. Он чем-то похож даже на дендрофаленопсис. Знаете, вот так вот точно так же дает стрелочку с цветочками. Просто у дендрофаленопсисов побольше, покрупнее цветочек, а здесь помельче. В общем, напишите рекомендации по вот этому, по хибике. Очень буду ждать, у кого есть, что делаю не так, почему не цветет. Стоит на южной стороне, получает достаточно освещения, поливаю, подкармливаю. Бульба растит, еще ни разу не цвел. И скажите, какая разновидность дендробиумов такая прям must have. Будет интересно услышать ваше мнение. Все, всех обнимаю. Пока-пока. До встречи на канале. Ребята, мы переехали, потому что у нас холодно сейчас, и ночные температуры на лоджии очень низкие, потому что я закрываю лоджию. И мы здесь вот в комнате под потолком начали цветение. Такие мы красивые. Я так переживала, что он сбросит бутончики. Ну, таскаю туда-сюда. Фармери красавчик. В общем, ждем полного распуска, покажу поближе. Не знаю, что там с погодой в этой природе. Снега, ветра и гололед. А у нас вот. А у нас вот такая красота, девчонки. Обожаю, когда фармери цветет. Еще прикупила беленький. Не знаю, ну вот этот вообще невероятный. 2 цветоноса у нас в этот раз. Так быстро открылись, но, к сожалению, они, наверное, дней 10 подцветут и все. Он, в принципе, не ароматит, но вот есть у него на солнышке такой, знаете, немножко аромат, но он больше такой химический, мне так кажется. Ну, жвачки, что ли, но не цветочный. Такая вот прелесть. Видите, какой цветоносик вот так он дает. И вот здесь тоже. Но бульбы уже позапрошлогодние цветут сейчас. Красота, красота.